Есть люди, которые переезжают в Англию, конкретно в Лондон, и через несколько месяцев не выдерживают, собирают чемоданы и уезжают обратно. А есть те, кто буквально влюбляются в вайб Великобритании, Лондона и стремятся остаться здесь надолго. Сегодня я расскажу, почему так происходит. 5 причин, почему Англия подходит не всем, и 5 причин влюбиться в Англию и в жизнь в Лондоне навсегда. Для контекста, я живу в Лондоне с апреля этого года. Мы эмигрировали из России. До этого мы жили в Германии, на Бали, в Индонезии, в Малайзии, в Турции, в общем, в разных странах. И вот сейчас мы живем в Лондоне, и я вижу разные истории иммиграции. Но давайте начнем с хорошего. Зачем же вообще сюда люди едут? Что здесь такого крутого? Я знаю, что сейчас в меня полетят тапки, и будет куча людей, которые со мной не согласны, но я считаю, что Лондон и Великобритания — это очень безопасный город и страна. Лондон вообще чуть ли не самый напичканный камерами город вообще в Европе. Их вообще около 1 миллиона, я вот где-то здесь ставлю цифру. Те, кто ругают вообще Лондон за криминал, немножечко путают понятия. Мы об этом поговорим чуть позже в минусах, но здесь стоит сказать вообще об уровне именно насильственных преступлений. Здесь он намного ниже, чем, например, в России. В России это 12 насильственных преступлений на 100 тысяч населения, здесь это всего 1,17. Ну, то есть, короче, здесь безопаснее примерно в 10 раз, если речь идет именно о лишении человека жизни и прочих насильственных преступлениях. Это можно на самом деле оценить даже просто пройдясь по городу, и не только по центру, но и по отдаленным районам. Здесь не принято, например, запирать калитки в домах. Двери вообще очень хлипкие, никаких металлических там, двойных, тройных, не дай бог, дверей или заборов. Люди себя здесь в целом чувствуют безопасно. Вторая причина, почему реально прикольно переехать в Англию, особенно по сравнению со всей остальной Европой. Хоть здесь есть, безусловно, бюрократия, но Англия — это очень цифровизованная страна. Когда мы сюда переезжали, мы, во-первых, все визы, вообще все документы получили просто в электронном виде. Когда мы въехали, мы просто показали на границе наш QR-код. Здесь даже нет физической карточки вида на жительство, по-моему, года 1,5 назад отменили ее. Регистрация в квартиру, получение постоянного адреса, страховая, медицинская и так далее. Вообще все. Я ни разу, ни я, ни мой муж, ни никто из нас ни разу физически не были ни в каком государственном учреждении здесь, чтобы куда-то зарегистрироваться. Все это было сделано через интернет. Также и подключение интернета, перенос всех счетов с предыдущего владельца, подписание контракта на аренду тоже онлайн. Фактически физически мы только приходили и смотрели квартиру. У меня, кстати, есть видео подробное про поиск квартиры в Лондоне. Посмотрите, если вас это интересует. Так, глоточек кофе. Я, кстати, обожаю такие чашечки, коллекционирую фарфоровые. Это из Германии еще Велерой привезенный. Третья причина, почему вы захотите переехать в Англию и конкретно в Лондон, это огромное вообще богатство, разнообразие культурной жизни. Здесь проходят спектакли вообще со звездами, со знаменитостями. Они здесь многие живут, например. Я знаю конкретный паб, куда ходит Мэтт Смит. Вы можете спокойно знаменитостей встретить на улице. Ваши дети могут с ними вообще поиграть на детской площадке. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что, в принципе, культурная жизнь очень разнообразна, доступна на любой кошелек. Например, есть даже бесплатное, огромное количество бесплатных музеев. Например, все основные музеи науки, Natural History, то есть это естествознание, музей Виктория и Альберт, это прикладное искусство. В общем, огромное количество бесплатных музеев. Если вы сюда приехали, допустим, там, на пару дней, вам даже тратить ничего не надо, кроме как на жилье. Можно просто воспользоваться всеми этими бесплатными facilities. Ну и в плане досуга еще для любителей природы здесь нереальные парки. У нас рядом с домом, мы живем в Ричмонде, есть парк с оленями. Вот, ну, где такое еще найдешь? Друзья, я очень благодарна всегда за ваши реакции и лайки. И тут тоже попрошу вас поставить лайк этому видео. Ну, а тех, кто смотрит меня впервые, чтобы меня не потерять, подпишитесь на мой канал и включите уведомления. Я здесь снимаю про жизнь в эмиграции, про путешествия. И еще веду прикольный информативный телеграм-канал. Там у нас такое иммигрантское сообщество собирается.
Поехали дальше. Четвертая причина, почему вы захотите жить в Лондоне. Здесь довольно открытое, толерантное и очень такое мультикультурное общество. Ну, конкретно Лондон — это вообще город иммигрантов. Здесь они испокон веков, это никак не связано там с текущими событиями на Ближнем Востоке или в Украине. Нет. Это было испокон веков, это огромный хаб Лондон, через который постоянно приезжает огромное количество людей, и кто-то, естественно, задерживается. Поэтому здесь такое априори уважение к личности, к личным границам, к чужой культуре. Обязательно все британцы, да и, в принципе, приезжие держат дистанцию. Здесь нет такого хамства, агрессии и такой нетерпимости, как, допустим, это могло бы быть в России. Мне есть с чем сравнивать. Кстати, у меня есть вообще видео про историю нашей иммиграции, подробное, почему мы из России уехали. Вот я его оставлю, посмотрите, там я еще эту тему развиваю. Короче, жить здесь комфортно, никто тебе не скажет, что ты как-то не так одет, не так посмотрел. Всем вообще глубоко пофиг на то, как ты выглядишь, как ты разговариваешь. Терпимость просто очень высокого уровня. Ну и последнее, наверное, что напрашивается на ум. Лондон — это крупнейший финансовый центр. Здесь расположены штаб-квартиры, офисы крупнейших вообще корпораций. Конечно, здесь расти по карьерной лестнице можно очень круто. Ну и что касается образования, такие знаменитые места, вообще столпы, как Оксфорд и Кембридж, они находятся здесь. И все, конечно, стремятся здесь учиться. Ну и кроме этого, в Великобритании на самом деле очень большое количество бесплатных школ, просто средних, да, с рейтингом outstanding. К ним нужно просто поближе селиться. И, в принципе, вы бесплатно получите образование высочайшего уровня, за которое многие платят в частных школах, допустим, в России. Так, ну а теперь, как говорится, адовая часть. Что может стать неожиданным при переезде? Ну, первое, это просто, must сказать, это цены и, в принципе, уровень жизни. Так как здесь развитая страна, здесь очень высокая стоимость вообще труда, поэтому уровень цен тут совершенно иной. Плюс это остров, да, сюда очень многие товары просто ввозятся. И дорого здесь все, от каких-то продуктов, там, товаров обихода до транспорта. Бешеная здесь просто аренда, там нижняя планка, допустим, для двухкомнатной квартиры это 1600 фунтов, это какая-то, наверное, будет просто дыра и очень далеко от центра. Но, тем не менее, можно научиться там экономить, да, акциями пользоваться, какими-то скидочными картами. В целом, я могу сравнивать, допустим, с Германией, я бы сказала, что здесь жизнь дороже где-то на 20-30%, но, естественно, и зарплаты тоже здесь выше. Второе, давайте пройдемся, наконец, по криминалу с отрицательной стороны. Кражи. Да, то есть если мы говорим про насильственные преступления, конечно, здесь уровень преступности намного ниже. Но если мы говорим про кражи, Лондон — это туристический город. Здесь сюда приезжают около 22 миллионов, если я не ошибаюсь, людей в год. И, конечно, это привлекает всяких карманников. Здесь действительно крадут телефоны довольно часто, там, допустим, как в Барселоне, но мне кажется, в Барселоне это еще хуже по рассказам там, моих знакомых. Кошельки, да, вытаскивают. Это есть. И даже, допустим, на Оксфорд-стрит есть прям специальная пометка, так как это очень популярная улица в центре. Там вдоль бордюра такая линия наклеена, клейкая, что берегите свои телефоны, здесь их воруют. Третье. Дистанция такая в общении, немножко прохладность именно истинных британцев. Да, то есть если мы не говорим об иммигрантах, британцы сами по себе довольно сдержанные, у них есть вот эта культура small talk, такого поверхностного разговора, где ты говоришь «Привет, как дела?» и, в принципе, тебе даже не обязательно отвечать, никого это не интересует. При этом они внешне почти всегда очень дружелюбные, улыбаются. Просто, знаете, люди, которые там, допустим, из стран СНГ приезжают, для них это очень необычно. Мы как-то какие-то души открытые, обычно нараспашку. Здесь немножечко это не так, здесь действительно довольно сдержанная в этом плане культура, но при этом, если у вас случится какая-то проблема, вам будет нужна какая-то помощь, мы это проходили на себе. Британцы и просто люди, которые живут в Лондоне, мигранты, они всегда придут на помощь, люди здесь в целом отзывчивые и неравнодушные. Говоря про Англию, про Лондон, конечно, нужно сказать про погоду.
Я сразу скажу, что для меня это не минус. Я жила раньше в Москве. В Москве примерно 9 месяцев в году у тебя серое небо, очень рано темнеет, каша под ногами из снега, который еще никто не чистит, если ты живешь за МКАДом. Поэтому для меня погода здесь идеальна. Вот у нас сейчас, я снимаю это видео 7 октября, у нас погода 18 градусов днем, с утра где-то 12, и сейчас светит солнышко, нет никакого дождя, ничего такого. Но, естественно, здесь иногда дождит, иногда бывает пасмурно, сыро, здесь очень высокая влажность, и действительно бывает в домах плесень, это проблема, это правда существует. Но лично для меня это не проблема, может быть, для кого-то это будет останавливающим фактором, особенно людям, у которых легочные, да, какие-то заболевания, влажный климат, это не очень полезно. И, наверное, последний, пятый минус я назову такой. Конкретно в Лондоне очень такой бешеный ритм жизни. Это огромный город, у него очень разветвленная транспортная система. Если смотреть из одного конца в другой, ехать можно все там 4 часа ехать. В центре постоянно толкучка, постоянно не протолкнуться, особенно из-за туристов. Просто толпы людей вот на центральных станциях, одни из самых загруженных станций пересадочных, вокзальных. Это Виктория, Уотерлу и так далее. То есть, вот эти все Кингс-Кросс. После Германии, после Европы, мы там жили в Дюссельдорфе, это разница смены ритма очень заметна. Там очень все такое больше похоже на rural life. У тебя тихо все на улицах там после 8. Хотя, конечно, мы живем в Ричмонде, это похоже очень по вайбу на Дюссельдорф. То есть, в принципе, найти здесь район для жизни, который будет тихим, спокойным, не туристическим, реально. Но если вы, допустим, работаете в центре, вам может быть далековато ездить, поэтому вот это нужно учитывать. В общем, мне кажется, что Великобритания — это, естественно, не рай на земле, есть плюсы, есть минусы, но это очень классная страна с большими возможностями за счет языка, за счет возможностей карьерных, образовательных. Здесь вообще сама такая структура вообще общества, нетворка, в которое вы попадаете, да, если вы хотите, естественно, в него попасть, она подразумевает то, что вы не будете сидеть дома, у вас постоянно будет какое-то общение, какая-то движуха. Это здесь реально получить. То есть, допустим, в Дюссельдорфе я сидела вообще в основном дома, весь мой нетворк проходил там по интернету. Здесь я выхожу из дома намного чаще, чем я даже выходила в Москве. И могу сказать, что чувствую себя здесь больше на своем месте, мне здесь очень нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли вы в Англии, в Лондоне, как вам, какое у вас сложилось впечатление, может быть, вы здесь живете и согласны или не согласны со мной, давайте пообсуждаем. Ну и вообще интересно послушать ваши истории, если вы эмигрировали и живете сейчас в какой-то другой стране, какие плюсы и минусы вы у нее видите, напишите, я очень люблю такие сравнения. Ну, если тема эмиграции вообще вам близка, оставляю вам видео про 5 мифов об эмиграции, и до следующего видео, пока!